Что ты подглядываешь там? Мы фотографируем, напоминаю, сегодня без разрешения, в упор, а потом объясняем, для чего мы это сделали, если люди спрашивают. На вот эти два гаджета. Обратите внимание, что делает искусственный интеллект, что он вытворяет с этой камерой. Что это за мыло такое голимое? А вас, девушка, можно сфотографировать? Дурацкий вопрос, никогда его не задавайте, просто фотографируйте. Давайте будем выдвигаться в город, проверять, дадут ли в лицо за то, что фотографировать в лицо. Скажите, аж душа разворачивается. Ровно год назад в Кёльне на выставке, на фотовыставке я высказывал свое негативное мнение относительно вот этих маленьких гаджетов, которые я не понимал. Но оказывается, что есть целое сообщество, целая философия, целый культ людей, которые снимают исключительно на такие камеры. И мало того, вот эта камера Ricoh, она с 20-летней историей. Для меня это было удивление, я копнул чуть-чуть глубже, я посмотрел, что действительно есть огромная армия поклонников подобных девайсов, начиная еще с пленочных. И вот только буквально сейчас они выпустили третью версию GR Ricoh. Но по первому такому вот взгляду и ощупу она мне немножечко заинтересовала и заинтриговала. Но тем не менее, у меня не выходит мысль из головы, нафига мне вот это, если есть вот это, которое звонит, которое отправляет месседжи, у которого есть Facebook и Instagram. Сегодня мы попробуем и проверим, насколько удобно снимать профессиональной камерой Huawei P30 и насколько удобно снимать камерой Ricoh GR третьего поколения. Я сегодня турист, и я буду сегодня снимать на Ricoh третьего поколения и подснимывать на лейку на Huawei P30, в котором огромное количество объективов и невероятные возможности по фотографии. Давайте будем выдвигаться в город, проверять, дадут ли в лицо за то, что фотографировать в лицо. Сколько здесь гулял, ни разу не видел вот эту вот этих. Что? А сколько не надо, блядь, а домой. А чё? Зачем ты это делаешь? Фотографирую всех людей красивых. А что не? Фотографирую, меня не надо. Да я же не такой красивый. Что это за скульптура сзади вас непонятного какого-то вертикального происхождения? Ой. Да что вы стесняетесь, я тренируюсь просто фотографировать на такую вот маленькую камеру. А, кстати, да, и у меня же еще есть другая камера. Вы бы какой, если честно, выбрали? Что? Какой бы вы выбрали фотоаппарат? Не знаю. Такой или такой? Этот красивей. Но тут уже не красота важнее. Такая, что мыльница какая-то. Не? Ну да, еще его надо. Да, это кардиостимулятор. Хватит. Ну, портретик на Huawei. Красивой девушки. Говорят, что на Huawei самый лучший портретный режим. А как вас зовут? Аня, меня зовут Валентин. Вы не думаете, что мы какие-то гадости снимаем? Спасибо большое. Не обижайтесь на нас, я просто занимаюсь уличной фотографией, люблю фотографировать людей. На нас, да. Я в множественном числе. Ну, я и две камеры и все остальное. Ты именно ни разу не спалился. Надо что-то с этим решать, реально, с микрофоном это палево, да. Ничего не вижу вообще. Что тут происходит? Что я не уверен в этой камере. Это красивее, как минимум. Да блин. Ну да. А можно вас попросить в камеру посмотреть? Так, такой рак, ты же сдохла.
А вот так вот намного лучше. Блин, я тоже тут хочу так сделать. Ну вы уж простите, я уже почти ушел. Я хочу сказать, что эта штука работает. Мне нравится. Мне ощущение, что я слился с толпой. И, ну, немного, конечно, удивляет людей то, что я достаю еще и вторую камеру и для чего-то снимаю на второй гаджет. Но в целом, ну, очень классные какие-то такие ощущения. Ну и да, кстати, люди немного не понимают, думают, что я сам с собой разговариваю. Интересно, камера найдет лицо этой вашей сумки или нет? О, вот так, да. А где это вы были в этом музее? В Амстердаме. И как вам Амстердам? Кексики пробовали? Не по этим делам? В тебе абсолютно никто не хочет заподозрить какого-то профессионала. Мы даже вот петличку уже спрятали, чтобы выглядеть максимальными туристами. Ты просто подходишь, люди тебе улыбаются, иногда задают вопрос, зачем ты это делаешь, и все. Ну, то есть, эта штука реально работает. Вот чем меньше размер в данном случае, тем лучше. Меня зовут Валентин Христич. Я несу новый волнующий опыт. Который раньше вы никогда не испытывали. 2 и 3 августа в Тель-Авиве состоится мой мастер-класс. По уличной фотографии полного контакта. Приходи. Иначе я приду сам. Я не являюсь пейзажистом, натуралистом и макросъемщиком, но в этой камере есть функция, которая вытягивает хоботок чуть-чуть вперед, подает его. И можно, если взять вот цветок, взять за зелень, чтобы он не шатался, но он все равно шатается, можно взять и сфотографировать вот этот вот маленький начинающий подсолнух. И минимальное расстояние у этой камеры 6 сантиметров. Нажимаете на функцию «Втянуть хоботок», хоботок втягивается, и камера переходит в обычный классический режим. Но современные смартфоны также дают ответочку подобным гаджетам. И здесь макрорежим, из-за того, что здесь маленькая матрица, здесь не IPS-C. Эта камера снимает, этот телефон, смартфон снимает с расстояния, ну, вообще пару сантиметров. То есть здесь макро просто невероятное. Ну и получается, что этого начинающего подсолнуха помещается больше. Я могу даже сфотографировать внутреннюю часть. Если на эту камеру я мог цветок целиком сфоткать, то здесь макро просто зашкаливает, честно. Но есть один маленький нюанс. В режиме макро эта камера снимает исключительно в JPEG. То есть в RAW мы не можем снять. Ну и хер с ним. I've been thinking about you day and night. Ever since I saw you with your deep blue eyes. Давай продемонстрируем нашу дружбу с тобой. Давай. Deep inside, why do love like this hurt? Oh my God, it feels like I'm gonna die. It feels like I'm about to die. If I can't have you. Надо же кого-то красивого выбрать, правильно? Я же не могу просто так фотографировать некрасивых людей. Нет, ну все красивые, хорошо, ладно, окей. Вы очень прекрасно смотритесь на этом зеленом фоне. А что это за образ такой? Это какая национальность? Это... Белоруссия? Нет, что-то вроде трансгуманизма. Человек транснационал. Транснациональ? Очень классно, очень необычно. Свежо. Прям вообще очень свежо. А, так у вас тоже ничего, так я смотрю. Все, уже можно идти? Как ты считаешь, люди пошли от обезьян? А он говорит нет. Он сказал, я никого не сужу, но слово мое, которое я говорил в Евангелии, будет судить каждого из вас в последний день. Ибо он сказал, если вы любите меня, то будете соблюдать слово мое. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Обрати внимание, как он одним дублем все записывает вообще. Мне кажется, что это профессиональный блогер. Он вообще ни разу не сбился. Ему не нужны ни одни склейки, ничего. Он просто вот так вот наваливает потоком. Я не знаю, сколько раз он в день это делает, но я хотел бы сделать максимальное завещание своим подписчикам. Каждый, кто напишет комментарий, каждый, кто поставит лайк этому видео,
становится чуточку ближе к проекту «Вставай и снимай». Чем больше вы будете совершать подобные поступки, тем чаще мы сможем вам дарить подобные гаджеты. А пока забирайте. Если честно, то чересчур перенасыщенный экран, прям настолько перенасыщенный, что у меня аж глаз выедает, честное слово. Он очень красивый, он очень гладенький, и им опасно и стрёмно снимать. Ты его достаешь из кармана и только трясешься, чтобы нигде его не уронить, чтобы лишнее движение не сделать. Нету тактильного ощущения. Нажал на кнопку, снимаешь. Как бы оно есть, но... Подожди, как? Под левую руку получается? Телефон для левши? На выключенном телефоне 2 раза тапаете вниз на громкость вниз, не тапаете, нажимаете раз-два, и он делает фотографию. Это удобно. Раз-два. Прошло буквально каких-то час-полтора, и все, и осталась одна батарейка. Мне говорили о том, что батарейка здесь это не самая ее сильная сторона, но есть пауэрбанк, есть шнурок, и это уже не совсем компактная история. To forget, still thinking about how we met. Yeah, I'm with you now. Oh, one thing that it's plain to see. Это просто какое-то невероятное приближение. Это просто какой-то супер бешеный зум. По-моему, фокус уехал, не? Зум просто невероятнейший. Качество, конечно, такое себе, но не хватает стабилизации, мне кажется. Она есть тут какая-то, но очень такая вяленькая, дохлая. Надо очень ровно держать, чтобы она была. Просто фантастический телефотообъектив 5-кратного увеличения, без какой-либо там цифрового. И плюс еще можно накинуть еще плюс 5, это будет уже 10 за счет кропа. Ви, напевно, хочете запитати, на що я вас так фотографую? У вас просто дуже така, знаєте, заманчива така штука, да, і вона прям притягує, мене притягнула аж з тої сторони сюди. Да. І я так розумію, що там вона продовжується дуже-дуже файно, десь там трошки, якщо поглибитися. Ви б яку вибрали? От як такі аматори, як я. Написано Huawei, не знаю, чи Leica, то чи не Leica. Казали дуже багато хорошого, але я ще чула, що вона дуже багато згладжує рисунок. Вона не передає. Попробуйте мене сфотографувати в цьому режимі згладжування, як ви кажете, як воно буде. Чи достатньо воно, якісно воно це робить? Чи є якісь там артефакти з тої сторони? Артефактів немає, але можливо засвідчити. Я бачу, що ви вправно з нею спілкуєтеся. Я пробую настроїти рівень яскравості, тому що воно або за яскраве, або за темне. А дивіться, я тут просто нажимаю, у мене все нормально. Значить, можливо, це кращий варіант. Друзья, я нашел существенный недостаток. Эта камера не способна снимать в серийной съемке в 40 мегапикселей и в RAW формате. Исключительно 10 и исключительно JPEG. Поэтому знайте, никакой серийной съемки в режиме профи у вас не получится. Только сингл. Вот в этом, кстати, есть отличие сколько-нибудь профессиональной съемки, даже вот такой маленькой шкатулки, шоколадки от все-таки смартфона. Зачем здесь RAW формат? Смартфон призван упрощать пользователю жизнь, а не усложнять. Здесь, если зайти в режим профи и нажать шестереночку еще, здесь можно просто себе сломать мозг от происходящего. Какое количество настроек здесь сюда накурили. Лично мне, как для пользователя смартфона, мне хочется, чтобы здесь было все просто, чтобы камера решала все вопросы за меня. Это не тот случай. Если с этой камерой ходить долго, ты настолько сильно с ней срастаешься. Вот правильно говорят, что это продолжение тебя, продолжение твоей руки, продолжение твоего глаза, вида. Она абсолютно не требует к себе никакого внимания, никакого вмешательства. Ты просто вот идешь и фотографируешь рукой. Вот так, поднял, сфоткал. Это настолько просто, это настолько легко даже в плане веса, что для меня это какой-то новый опыт. Мы никогда не обозревали подобные камеры, потому что не было хотя бы намека на какой-то там плюс-минус вменяемую картинку. Здесь с картинкой все окей, и
матрица IPSC, ну, это достаточно большая матрица, которая стоит в зеркальных камерах, но я уже неоднократно спрашиваю людей, какую бы они камеру выбрали. Все говорят, что проще, конечно, смартфон. Типа удобнее, зачем с собой носить еще какой-нибудь гаджет, какой-то девайс. Ну и визуально вот эта вот штука смотрится интереснее. Как она мне под рубашечку подходит? Лучше же, наверное, чем вот это вот, да? Это немножко диссонирует со мной. What can I do? You're so loving and gentle to the core. What can I do when you fill me with happiness and much more? What can I do? You're so stunning, I just can't look away. What can I do? В этой камере, в Ricoh GR3, есть функция поиска по лицам, по глазам. Но и стоит сейчас continuous у меня, то есть продолжительная, постоянно ищет. Но серийная съемка очень медленная, если выхватывать человека на ходу, то, возможно, один кадр, получается, если вот обычным пешим ходом идти, то один кадр ты попадешь, может быть, в резкость, следующие два уже будут в расфокусе, то есть камера просто не успевает делать перефокусировку. Мне сказали, что после сегодняшнего выпуска я уезжаю на ПМЖ в Нигерию. Вы же все понимаете, что я говорю, да? Как дорого жить в Нигерии? Вы мне сможете как-то усыновить или удочерить меня, чтобы у меня было гражданство? Это сложно? Но это возможно. Это возможно. Мне нужно всего лишь найти невесту. Да? Вы все знаете. Мы, не дожидаясь ночи, решили попробовать в темном переходе. Мы сейчас стали возле фонаря, чтобы было лучше видно. Посмотреть, как справляется с темнотой Huawei P30 и Ricoh GR 3 версии. Здесь диафрагма 1.6, запредельная ISO, но он не поднимал выше 6400. На Ricoh пришлось задирать, но 10 или даже 12800 ISO. Это при том, при всем, что здесь диафрагма 2.8. Это, конечно, ужасно. Ты видишь, или нет? Качество видео, конечно, в темном переходе оставляет желать лучшего, но я уверен, что на Ricoh будет еще хуже. Что ты подглядываешь? Ребят, если вам нужен отражатель на съемку, забудьте и забейте. Берите себе P30 Huawei, и тут будет вам и камера, и отражатель, и привлекатель, все что угодно. Обратите внимание, какие различные цвета можно выбирать. Что меня порадовало больше всего в этой всей истории, это режим ультраширокого объектива. Это реально прям такая тема для творчества. Это что, смаз какой-то или что это? Как так может быть? Что это за мыло такое голимое? У нас нечаянно нарисовался iPhone 10R S. Я не сильно шарю, это не мой телефон, мы отжали только что. Вот. И у меня складывается такое ощущение, что вот это очень такой чересчур суровый комбайн, в котором напичкана и сеялка, и веялка, и свистелка, и перделка, и грабли, и лопата, все что возможно. Прекрасные камеры, особенно широкоугольный объектив, который порадовал. Много всяких фишечек, няшечек, фенечек, но, как по мне, немножечко перебор. Ну, то есть для того, чтобы разобраться с камерой, надо нормально попыхтеть, и не будет никакой оперативности, будет достаточно такая вялотекущая работа. Чего не скажешь про обычный классический iPhone. Достал, нажал, сфоткал и закрыл. Никаких больше вопросов. Здесь куча ограничений по пикселям, по форматам, режимам съемки. Нету серийной съемки в 40 пикселей, нету зумирования в 40 пикселей. Ну, короче, куча всяких ограничений. И что самое интересное, вот эта лейка, что здесь написано, ляйка. Забудьте, это просто программное обеспечение. Это голимый развод, который написали вот здесь вот под вот этими вот 2, 3, 4 камерами.
Это прискорбно, это позорно, я бы даже сказал. Здесь никто ничего не написал. Huawei, как сказать, Huawei, очень сильно все накручено, очень все сочно. Оно настолько сочно, что выедает просто глаз, и с правого глаза может потечь кровь. Поэтому с Huawei нужно быть поаккуратней. В айфоне все просто, все натурально, все обычно, как это привычно смотреть глазом. Ну, то есть как видишь, так и показываешь, так и снимаешь. Здесь тоже достаточно простенький экранчик, который показывает ровную фотографию по факту, что видишь, то и получаешь. Еще резюмируя, Huawei ночью работает лучше из-за более открытой диафрагмы. Здесь диафрагма 2.8, и это достаточно темновато. Понравилось то, что это достаточно компактный, настоящий фотоаппарат, камера, которая просто вот так вот болтается на руке, и в любой момент ты его достаешь и фотографируешь. Эта камера постоянно провоцирует тебя снимать, потому что она у тебя все время в руке, и очень удобно доставать ее и снимать одной рукой. Финальная идеология и философия этой камеры – это продолжение твоей руки и камера, которая провоцирует тебя на фотосъемку. Камера, которая провоцирует снимать шедевры. If you know how to stop the noise that's inside our heads, please don't stop telling us things, horrible things, about counting to 10 again and again, always the same. It's like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then you start a little war. Same way as before. Yeah, you start a little war. Same way as before. Yeah, you start a little war. Ну что ж, поехали. Фотография снята на камеру Ricoh. Сразу же покажу вам разницу между возможностями по приближению. Как мы видим, фотография у Huawei P30 намного ближе, но давайте приблизим и посмотрим. По картинке. Здесь какое-то такое немножечко, я не знаю почему, но, наверное, алгоритмы замыливают фотографию, пытаются убрать какие-то шумы, хотя здесь 50, я не знаю, тут особо ничего не шумит. Здесь ISO 200, но картинка достаточно четкая и смотрибельная. Фотография снята на Ricoh, и фотография снята, в принципе, с одного и того же ракурса, в портретном режиме, снята на Huawei. Да, Vocal 29, это у нас Huawei. Видно, что программно фотографию постоянно, JPEG особенно, подмыливает система, точнее алгоритмы встроенные. Здесь ISO 2500, ничего нигде не замылено, но тем не менее, давайте посмотрим по этим двум фотографиям. Здесь, конечно, больше шума, потому что фотография не зашумодавлена, и мало того, я здесь все выключил. Решать вам. И здесь включен портретный режим. Режим портретный, и мы видим, что здесь есть небольшой косячок. Хотя, в принципе, Huawei P30 считается самая адекватная камера, в портретном режиме, которая лучше всего вырезает задний план. Насколько хорошо решать вам, в айфоне не проверял, но здесь мы видим небольшие артефакты. Обе камеры Huawei, смотрим режим DNG, вот, кстати, мы дошли до этих файлов. Программа их не распознает, потому что, я не знаю почему, нет таких камер, она их не распознает. И вот режим портретный, смотрим, что тут у нас получается. Здесь все, в принципе, с резкостью окей, ничего нигде не зашарплено, не перемылено. Здесь мы видим, уже поехал искусственный интеллект здесь какие-то наводить порядки. Волосы не очень удачно вырезаны, лицо замылено. Мне, честно, такой результат не нравится. Здесь с цветом проблема, но я думаю, что это все решается. Поехали дальше. Это у нас, что это у нас? Это у нас Ricoh. Я эту фотографию специально накрутил, хотел показать, вот тут сзади участок пересвеченный, насколько камера может вернуть информацию. Напомню, что здесь стоит обычная IPS-C матрица, которая стоит во многих камерах, и зеркальных, и беззеркальных, и она достаточно показывает такой ожидаемый результат, предсказуемый. То есть немножечко, не так, чтобы я видел, конечно, и посильнее камеры тянулись, не скажу, что прям там что-то супер выдающееся, но немного она информацию на заднем плане возвращает. Вот у нас пересвет, даже если мы выкрутим, то пересветов типа нету, но информации тоже нету. Поэтому, скажем так, средненькое значение.
Здесь фотография Huawei, снятая на переднюю камеру. Мы проверяли 3-4 мм, проверяли, как пилит селфи. Опять же, все программно замыливается, затирается, чтобы все были молодые, красивые и счастливые. Вот фотография снята на Ricoh. Смотрим, что здесь у нас происходит. Здесь у нас, что у нас, ISO 400 немножечко подшумливает, но опять же, у нас все выключены, все шумодавы. Я, кстати, в таком режиме крайне редко тестирую камеры. И здесь видно, что есть немножечко шум, но он вообще безболезненно абсолютно уберется, потому что здесь его не так много. Вот если поставить там по дефолту, как там было, 50, то фотография уже будет достаточно вменяемой. Хотя, в принципе, и так неплохо. Смотрим на Huawei. Вот, опять же, два файла, я хотел бы вам их показать. Снятые с нижнего ракурса, и мне, конечно же, широкоугольный объектив больше понравился, но давайте посмотрим на файлы эти поближе. Обратите внимание, что делает искусственный интеллект, что он вытворяет с этой камерой. Честно сказать, вот этот результат достаточно печальный. Полностью замыленные волосы, здесь впадины под глазами, нету никакой информации, перешарпленная футболка. Здесь все достаточно ровненько, и эту фотографию проще вытянуть, и она будет смотреться поинтереснее, чем нежели вот эта вот история, которая делается вместо тебя. Ну, то есть вы видите здесь, ну, такой себе результат. Честно, мне не зашел. Мне вот DNG-шный файл на Huawei понравился больше. Поехали дальше. Так, здесь случайно включили какой-то режим турбоувеличения, не знаю, что это такое, но он как-то чересчур увеличивал эту фотографию, и мне это не очень понравилось. Смотрим дальше. Еще очередных два DNG-шных файла. Опять же, мы видим этот зеленый баланс белого. Я думаю, что это полечить как-то можно, но нужно с этим позаморачиваться. Мы сейчас про другие вещи. JPEG очень вменяемый, очень, в принципе, по цвету неплохой, но обратите внимание сюда. Я не знаю, что это происходит, но это какая-то фантастическая мозаика. Самое интересное добрались. Фотография в темных участках. Говорят, что Huawei снимает в кромешной тьме. Давайте посмотрим, на что он способен. Он предлагает 3 сравнить. Ну хорошо, окей, давайте 3 сравним фотографии, потому что у нас есть два Huawei, один DNG, второй JPEG и третий у нас Ricoh. Поехали, приближаем на главного персонажа и смотрим, что у нас получается. Я думаю, что вы сами все видите. Вот я так повыравниваю. Вот что делает камера в Huawei со своим искусственным встроенным интеллектом. Это JPEG. Опять же, вот параметры все видны, ISO 500. Вот 10 тысяч. Здесь никакого шумодава, я повторюсь, ни здесь нету. Здесь просто JPEG встроенный шумодав вот сделал такой пластилин. Вот я могу еще показать картинку 6400, и вы увидите, что здесь просто адский ад. Это у нас Ricoh, а это у нас не Ricoh, это Huawei. Две фотографии. Понятное дело, здесь мы подошли ближе, сняли красиво. Здесь мы не смогли подойти ближе, поэтому разница очевидна уже по ракурсу. Здесь более интересно за счет широкого угла. Здесь мы видим, что мы видим. Давайте приблизим и посмотрим. Мы здесь видим жесткий бэк-фокус. Фокус ушел на листочки. Здесь непонятно, где фокус, но тем не менее. Ладно, окей, давайте посмотрим по листочкам. Вот у нас результат по листочкам. Здесь опять же все в мыле, здесь все читается, все обычно, все привычно. Вот DNG, вот JPEG. За счет того, что, наверное, все-таки присутствует винитирование, программа пытается это все исправить какими-то внутренними своими ресурсами, программным обеспечением. Потому что здесь мы видим вот по краям у нас темненькое такое, здесь оно выравнивает. Глянуть, как тянется здесь по свету, давайте сейчас посмотрим. Ну, как-то чуть-чуть тянется, да, информация вот в этих местах, в принципе, можно чутка вернуть. В темном месте, вот здесь вот под тарелочкой, это мы крутим Huawei P30, тоже тянется, ну, то есть RAW есть RAW, да, вопрос в том, в какое качество он превращается после этой накрутки. И вот фотография с Ricoh, мы видим ISO 3200, здесь ISO 50, понятное дело, диафрагма 2.2 и широкий объектив. Вот две фотографии. Конечно, немножечко не объективно, потому что фокусное расстояние немного отличается, но не так прям критично. Я пытался снять плюс-минус с одной точки, я сейчас попробую выровнять. Приближаем, смотрим, что у нас на заднем плане. Выходит, что даже здесь на более слабенькой матрице по разрешению машинки плюс-минус в деталях
здесь опять что-то намыло, что-то размыло. Особенно вот по зонтикам можно понять, что здесь какое-то мясо, какой-то фарш происходит. Вот по вот этим вот корабликам. Здесь все в обычном, привычном виде. Давайте сюда пройдемся по листочкам. Вы здесь видите информацию в листочках? Я вижу здесь кашу. А здесь мы можем как-то отделить даже вот листочки, можем понять, что это листья. Здесь, чем ближе, тем печальнее история. Я думаю, что если бы эта фотография была в ДНГ формате, то было бы поинтересней. Ну вот, стоп, секунду, для сравнения две фотографии. Даже по цветопередаче мы видим большую разницу. Но мне чисто по душе больше вот эти вот такие в сторону красного цвета, нежели вот эти противные лимонно-горчичные. Но тем не менее, давайте пройдемся по деталям. Ну, то есть все как бы портит вот этот вот встроенный шумодав, который пытается что-то замылить. Если бы у Huawei этой функции не было, либо, я не знаю, может быть, конечно, отключается, я так сильно глубоко не копал, но информации гораздо больше на Ricoh. Ну, вот такая вот история. Я думаю, что вам, в принципе, плюс-минус все стало понятно, какая камера что из себя представляет, поэтому смотрите сами, выбирайте. Я постарался максимально объективно вам рассказать, что из чего вытекает и что из этого вообще получается. Сейчас, господа, секундочку, мы прикрутим на место это устройство и начнем наше сегодняшнее повествование. Можно вас чуть подснять? По-моему, нормально все. Да, пацаны, я, короче, вас где-то потерял. А, вон, нашел одного, нашел второго. Я разговариваю просто сам с собой, ничего страшного. 25, 29. Ну, как-то у вас странно, обычно всегда ровно. 50! Если вы не умеете делать так, то у вас нет шансов попасть к нам в нашу дружную и творческую группу. Понятно? Я как мастер. Глюкофон? Да, глюкофон. Which one is better? This one? Why not this Huawei? Why Huawei? You have iPhone? Yeah. 10? No? 11? Мы пытаемся ввести на английском языке русскими буквами украинский текст. Вставай, что? Вставай. Пишут вставай. 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 Ну это когда вот вставай. Да. Вот когда встает. Да. So where is your phone then? Which one is better? This one or this one? Okay, this is iPhone X Max. Yes. X6 Max, and this is How do you know? Hawaii. This, because I have X. You say Hawaii? Yeah. You like Ah. Hawaii more? No, I prefer this more. Why? Because iPhone has good megapixel. Hawaii. Is it Hawaii or Hong Kong? Maybe this one. Okay, I think this is which camera is this? The Canon? No. No, GR. It's What is the megapixel? Ricoh. It's approximately 24. Yeah, it's nice. Okay. Все понятно, господа. iPhone лучше, Huawei, how do you say? I call it Hawaii. I don't know. Hawaii. Гавайи говно. Ricoh вообще непонятно, что за фигня. Люди авторитетно из Нигерии заявляют. Нет, не убегайте. Мне было интересно, вы отвлечетесь когда-то или нет? Прямо в упор подходишь, человек не видит, ничего не слышит, потому что он сидит в Facebook. Листала ленту в Facebook, и она ничего не замечает вокруг. Настолько отключается периферийное зрение от социальных сетей. То есть не только мозг отключается, но еще и периферийное зрение. Будьте аккуратны с социальными сетями. Только заходите в YouTube и подписывайтесь, и смотрите видосики. Потому что от Facebook может поплавиться мозг.